Mesdames et messieurs, bonjour! Я не ожидала такого интереса к моему видео последнему о квартале, где я живу. Но раз вам было интересно, то мы продолжим прогулку по этому кварталу. И сегодня я вам предлагаю посмотреть район, который находится между парком Бют-Шомон, то есть в переводе означает «Лысая гора», и кладбищем Пер-Лашез. И район этот называется Бель-Виль. Vous êtes prêts? Alors on y va? Начнем нашу прогулку там, где мы закончили прошлое видео. И здесь я вам хочу показать дом, который недавно совсем построили, отделанный деревом. Ну как не зайти вот в этот сквер? Я увидела вот то красное дерево. И я хочу вам его показать. Сегодня изумительный солнечный день. Бывают такие дни в октябре, с таким небом голубым, чистым. И это ненадолго. Сегодня и завтра, а потом опять дожди. Я вышла на улицу Пиренеев, Rue des Pyrénées. Это вторая, самая длинная улица Парижа. Ее протяженность 3,5 километра. Улица проходит через 19 и 20 округа. В воскресенье здесь будет проходить рынок, который я вам тоже показала в прошлом видео. И теперь с улицы Пиреней вниз по этой лестнице я иду в район Бель-Виль. В этот район навряд ли придут туристы. Это совсем не туристический район. Но, тем не менее, парижане его любят и приходят сюда. И сейчас я вам покажу знаменитый Бельведер Бель-Виль. Это был всегда рабочий квартал, это были рабочие окраины. И вот, посмотрите, сохранились старые дома. Какие-то дома старые были снесены и построено жилье там 3-4 этажа, в 5 этажей. Но вот такой старый дом с баром сохранился. Это явно начало 20 века. И посмотрите, вот эти улицы узкие вообще напоминают расположение деревни, деревенские улицы провинциальные. И мне нравится, что здесь в центре, на перекрестке, растет большое дерево, а там старинная булочная и булочная кондитерская Maison Marie, сохранившая старинный декор. Я спустилась с одного холма и поднимаюсь на другой холм. Знаете ли вы, что в Париже 13 холмов насчитывается? Самый высокий это, конечно, холм Монмартр, высотой 130 метров. А холм Бель-Виль, куда мы с вами сейчас идем, высота 108 метров. А вместо парковок для машин появились вот такие ящики с деревьями. Или просто-напросто высаживают деревья там, где когда-то были парковки машин. И вы сейчас увидите, что любоваться Парижем можно не только с Монмартра, а отсюда, с холма Бель-Вилля. Вот он, знаменитый Бельведер Бель-Вилля. Дымка немножко туманно есть утром, но все-таки очень хорошо видно хотя бы Эйфелеву башню. Эйфелеву башня прекрасно видна. Слушала китайскую музыку, думаю, что такое? Здесь китайцы занимаются зарядкой. Потому что Бель-Виль, чуть позднее я вам покажу, это еще один из известных азиатских кварталов. И особенно здесь очень много проживает китайцев. Вот такой вид на Париж отсюда, с холма Бель-Вилля. Башня Монпарнас. Центр Жоржа Помпиду очень хорошо виден. Вот этот белый купол – это Пантеон, то есть это латинский квартал. И надеюсь, что вы можете разглядеть позолоченный купол собора Дома инвалидов. И здесь же находится парк Бель-Виль. Парк Бель-Вилля, он достаточно молодой. Его открыли в 1988 году. Посажено здесь было 1200 разнообразных деревьев. И вы только посмотрите, какая замечательная лестница, как она красиво украшена. Эти земли еще в V веке принадлежали французским королям. И здесь находились виноградники. Виноградники занимали почти 15 гектар. Именно на этих бывших виноградниках, на этой территории, и построили парк Бель-Виль. Только виноградники тогда были 15 гектар, занимали площадь. А этот парк сейчас 4,5 гектара. История этого района неразрывно связана с вином. Уже во времена каролингов, то есть в VIII веке, виноградники покрывали холм Бель-Вилля, а в XIII веке здесь была ферма, которая принадлежала монахам. И на 15 гектарах располагались виноградники, где и работали монахи. Вино было молодое и слегка игристое.
В XIV веке здесь обосновались владельцы таверны и кабаре, и вскоре Беллевиль стал местом, куда в конце дня приходили утолить жажду. Деревня Беллевиль находилась за городом, и вино здесь было дешевое, так как не облагалось пошлиной. В 1989 году на участке площадью 250 квадратных метров посадили 27 саженцев винограда шардоне и 160 пино менье. В среднем с этого участка собирают около 200 килограммов винограда и получают от 80 до 100 бутылок розового вина. Там с другой стороны сидит мигрант из Африки. И пока я снимала эти виноградники, он говорит: ты меня не снимай, это мой дом, я здесь живу, тебе запрещено меня снимать. Я говорю: нет, я тебя не снимаю совсем, я снимаю виноградники. Хочу вам сказать, что действительно в Париже очень много мигрантов из разнообразных стран, и больше всего с африканского континента. А теперь в любом квартале Парижа, в любом районе Парижа мигранты не только здесь в 20 и 19 округах, но и в 16 и в 8 округе, и повсюду в городе. Поэтому, когда мне говорят: ну да, 19 20 это же такие опасные кварталы, а 18 округ, в 18 находится Монмартр, вы же ходите на Монмартр, да? А рядом с Монмартром Барбес-Рошошуар, это тоже 18 округ. Вот там даже днем опасно, не говоря уже о вечере. Пересечение двух улиц. Улица Пиренеев, Рю де Пирене, и улица Беллевилля. На улице Беллевиль в доме номер 72 родилась знаменитая певица Эдит Пиаф. Улица Беллевиль – это четкая граница между 20 и 19 округами. С левой стороны четные дома – это 20 округ, а вот здесь с правой стороны нечетные дома – это 19 округ. Каждый раз, когда я иду пешком по этой улице или еду на машине, я любуюсь видом на Эйфелеву башню. Район достаточно бедный, публика небогатая здесь живет. Улицы не самые чистые в Париже. Действительно, грязный Париж. Вот кто-то говорил: а где же грязный Париж? Да, вот это улица Беллевиль, например. Улица достаточно грязная. Хотя утром проехали дворники, помыли эти улицы. Район Беллевиль — это всегда был рабочий квартал, это был бедный квартал. В 1860 году Беллевиль вошел в черту города и был поделен между 19 и 20 округами. В районе Беллевиль всегда селились иммигранты. Сначала это были рабочие. Рабочие приезжали из центра Франции. На зимой они работали на строительстве, а летом возвращались домой работать на своих фермах. В конце 19 века из района Оверни приезжают трубочисты и угольщики. До войны 14 года, в начале 20 века, настала очередь евреев Центральной Европы. Это были портные меховщики. А во время Первой мировой войны едут армяне и греки, кожевники. В 30-е годы 20 века приезжают евреи из Германии и Центральной Европы, а после Испанской войны испанцы-республиканцы. А уже в 50-е и 60-е годы приезжают алжирцы, югославы, португальцы, жители Антильских островов и Африки. А в 70-е и 80-е годы Китай. В начале 80-х годов здесь еще царили магребинцы, но постепенно они стали переселяться в пригороды, сохраняя здесь свои рестораны и свою торговлю. Но и в этой сфере их стали нещадно теснить трудолюбивые китайцы со своей затейливой и дешевой кухней. И где-то звучит оркестр или человек-оркестр. Сейчас посмотрим. Кто-то здесь зарабатывает денежки. И тоже здесь идут работы. Видимо, расширяют тротуар, убирают парковки, посадят зеленые растения. Вот так преображается Париж. Уличное искусство в Париже, в 20 округе. Вот, пожалуйста, Париж без прикрас. Район Беллевилля. Ну вот, друзья, дальше я вышла на бульвар Беллевилля.
Здесь я бываю очень редко в этом квартале, практически никогда не бываю. Район очень грязный, бульвар Белльвиль особенно. И вот по пятницам, сегодня пятница, кстати, 4 октября, здесь проходят рынки. Но вот в этой части города здесь проживает достаточно большая община выходцев из Северной Африки, из Туниса, Алжира и других стран. Ну, сейчас попробую снять вам рынок. Это чуть-чуть я пройду по рынку, посмотрю, если я смогу там немного снять. Очень грязный бульвар Белльвиль. И здесь чаще слышишь арабскую речь, чем французскую. Такие замечательные арбузы. 2 евро килограмм. А там дыни. Банан очень дешевый здесь. 1 евро килограмм стоит. В Монопри, в супермаркетах обычно это 2 евро или 2,50 килограмм. Здесь в 2 раза дешевле. Персики, они из Марокко. И 2 килограмма продают за 1 евро 50. Какие ароматы. Супер. И разнообразные специи. И орехи. Здесь стоит 6 евро килограмм. 1 евро. За 1 евро продают сразу 4 пучка. Можно выбрать или мяту, кориандр, петрушку. Madame, dégoûtez, madame. И дальше от бульвара Белльвиль улица называется Rue du Faubourg du Temple. Это уже 11-й округ Парижа. И улица выходит на площадь Республики. Меняется пейзаж. Здесь уже другие магазины. Здесь в основном выходцы вот из Северной Африки, то есть Тунис, Марокко, Алжир. Много магазинов одежды дешевой. И арабские разнообразные магазинчики или супермаркеты. Действительно, облик города начала 20 века. Дома, как вы видите, в основном 3 этажа, ну, максимум 5 этажей. Здесь халяльное мясо, например, мясная лавка. Эта улица называется Rue du Faubourg du Temple. Это другой округ, 11-й. Другой округ, другая история. Я возвращаюсь домой и вернусь домой через парк Бют-Шомон, который вы видели в прошлом видео, но тогда было серое небо и серый день, а сегодня необыкновенно солнечный день, и совсем по-другому выглядит этот красивейший парк Парижа. Спасибо, что были со мной, спасибо за подписку, спасибо за доброжелательные комментарии и, как всегда, до новых встреч на канале о Франции не только. Пока! Gracias.